Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Привет, 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 песеры, с вами Морж. Понедельник день тяжелый, но не у нас в игре. У нас в игре понедельник день хороший, потому что завозят новые ивенты, завозят новые паки. Давайте совсем разбираться, чего нам хорошего Konami даст на этой неделе. Открывать я это все дело буду на ПК, потому что, к сожалению, на мобилке мне эти игроки не нужны. Тем не менее, здесь есть интересные карточки, на которые стоит обратить внимание. Но начинаем, как обычно, с ивентов. Значит, завезли нам вот такое вот соревнование против бота, называется J-Лига. В принципе, все, что тут здесь нужно сделать, это набрать 750 очков и получить 30 тысяч ГП, и 1500 очков, чтобы получить трехзвездочный номинальный контракт. Да, к сожалению, за этот трехзвездочный номинальный контракт хорошего игрока не возьмешь, то есть за него можно, по сути, сейчас на данный момент взять либо игрока из японской лиги, либо игрока из мексиканской лиги. Надо ли оно вам, не надо, я не знаю, но, как говорится, игроков много не бывает, поэтому можно, в принципе, и взять. Я, конечно же, говорю про вот эти вот паки за номинальный контракт. Лига ББВА и J-Division. Кстати, вот до сих пор Konami не исправила, вы видите, очень хреново грузятся у нас фотографии, я не знаю почему, как бы такая очень небольшая проблема. Мягко говоря, с ней справиться вполне себе легко. Само собой, если вы не открывали команду недели, то стоит обратить внимание на нее. Ну а у нас сегодня Лестер. Лестер, который феноменально, как вы помните, взял английскую премьер-лигу еще относительно недавно. Это было, конечно, что-то. Вот такие 8 футболистов у нас доступны. Варди когда-то был имбой. 24 уровня у него, то есть 23 прокачается. Это 46 статов. Сразу выделяем хорошее ускорение, хорошую скорость и хорошую реализацию и умение атаковать. Да, это будет форвард не ААА класса, назовем это так, но тем не менее, вполне себе он будет неплох. Кстати, когда-то был имбой. Но я бы ваше внимание обратил на Ндиди, очень надежный опорный полузащитник, еще и со стилем разрушитель, сразу у него хорошие статы в защиту, сразу у него есть классная выносливость, в общем, и по снизам есть, и по навесам есть, в общем, вполне себе годный товарищ будет. 30 уровней у него, то есть 29 прокачается, умножаем на 2, это 58 статов на раскидать. То есть вполне себе можно ему хорошо статы вывернуть. Единственное, конечно, то, что сейчас он на рейтинге Е, это жопа жопная. Ну и обратить внимание на Даку, который как раз на рейтинге А, сразу потрясающая скорость и ускорение, плюс 25 уровней, то есть 24 на 2 это 48 статов будет на раскидать, можно ему задрать и классное умение атаковать, и реализацию. В общем, на Даку, обратите внимание, я, в принципе, им играл, и вы это видели, если смотрели мою исповедь новичка, так сказать, реально имба за копейки. Дака классный, вот на него стоит обратить внимание. 3 попытки у меня, давайте посмотрим, чего мне из этого всего хорошего выпадет. Как обычно, полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии, там мой телеграм, где я пощу новости, там моя личка, если ты хочешь задонатить с российских карт. В общем, все, ребят, по стандарту. Ну и, конечно, если у вас есть какие-то вопросы по игре, то стоит глянуть плейлист гайды, многое я уже разбирал и рассказывал. 4 звезды Дака может быть, кстати, но это ни хрена не Дака, это мне выпадает Эванс. Вряд ли меня эта карточка заинтересует, как мне кажется. Что у нас здесь? Центральный защитник 80, ну что-то в защиту умеет, корпус есть, выносливость есть, но всего лишь 40 статов будет на раскидать, вряд ли, еще и рейтинг D, ну конечно да, такое себе, это явно проходняк. Отсюда вот действительно интересные Варди, Дака и Ндиди. Надеюсь, кого-то из них я хотя бы сегодня поймаю. Вот. Ну и само собой, ждем четверга. Я надеюсь, что в этот раз все-таки выпустят Милан, потому что очень большое количество людей его ждет, потому что в прошлый раз Манчестер это было как-то, ну, внезапно. 5 звезд мне выпадает, 22 номер, но это явно не Ндиди. К сожалению, пока что 0 из 0, так сказать. 2 попытки и ничего хорошего. Девс Барри Холл, ну ни хрена себе. У тебя фамилия, товарищ, 79 на первом уровне, да, 35 уровней, то есть 34 прокачается, это 68 статов на прокачку, вот. Ну, сразу, да, по снизам хороший, стиль классный от штрафной до штрафной, защиту парень особо не умеет, ну, не думаю, что он будет интересный. Ладно, последняя попытка, может все-таки мне дадут Даку или, собственно, Ндиди, а лучше обоих и из одного пака, но, к сожалению, у нас такого не бывает, к сожалению. Ну, смотрим, значит, Дака 4-звездочный, Ндиди, наверное, 5-звездочный все-таки. 5 звезд мне выпадает, и кто же
тут у нас, ну, уже по цвету кожи можно понять, что это не Ндиди. Мэдисон мне выпадает, кстати, в 21-й части, по-моему, у него была очень-очень классная карточка фиолетовая, но, конечно, здесь уже так, отголоски. Хотя сразу, да, пас низом и пас навесом классный, контроль мяча классный, баланс классный. В принципе, из Мэдисона может быть что-то хорошее и выйдет, но, к сожалению, я хотел не этих ребят. Вот такой покопанинг у меня получился. Пишите в комментариях, открывали или не открывали. И, скорее всего, не открывали, потому что все ждут Баварию, там, Барселону, Манчестер Сити и всякие прочие ПСЖ. Вот, ну, если вдруг открывал, и если вдруг болельщик Лестера, то, надеюсь, тебе выпало то, что ты хотел. На этом, ребят, прощаюсь. Завтра, конечно же, будет матч в преддверии Лиги Чемпионов. В общем, я надеюсь, будет интересно. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.